Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня вам хотим предложить один очень достаточно сильный, действенный, но в то же время простой ритуал. С помощью этого ритуала вы избавитесь от врага, и ваш враг больше вас не будет не беспокоить, вас не будет вас задевать, не будет не говорить никакие гадости, проблемы и так далее. Почему? Дело в том, что после проведения этого ритуала у вашего врага, у вашего недоброжелателя начнутся определенные проблемы, и ему просто не будет времени уделять вам внимания, потому что у него начнется клубок тех проблем и бед, которые он до этого момента, до этого времени желал другим людям. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца, чтобы знать, как правильно провести этот простой ритуал. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео, обязательно проверьте, что включен ли у вас колокольчик и все уведомления. Также обязательно каждый день заходите на канал Эзотерика для тебя. Есть много полезной, важной и интересной информации. Обязательно поставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть как можно больше людей узнает об этой важной информации. Итак, друзья, если у вас есть враг, у вас есть недоброжелатель, у вас есть сплетник, который вам постоянно мешает жить, который вас постоянно задевает, сплетничает о вас, не дает вам покоя, например, даже выставляет вас в не том свете, возможно, высмеивает, оскорбляет. Это может быть и ваша соседка, могут быть и ваши какие-то родственники, это могут быть и коллеги на работе, ваш директор, все кто угодно. Но вы должны знать, что вы должны знать его имя. И после проведения этого ритуала просто вашему недоброжелателям, вашему врагу просто будет не до вас, потому что у него начнется клубок своих определенных проблем. При этом тех проблем, что у него не будет времени даже поднять голову, чтобы с вами поздороваться или вам уделить особое внимание. Потому что для того, чтобы вас облить грязью, человек должен постоянно думать, мыслить, как вас спровоцировать на скандал, чтобы вы сказали какую-то глупость и так далее. После этого вы можете про это забыть. Итак, что мы делаем? Вам нужно купить новый коробок спичек, друзья, именно новый. То есть, если вы дома зажигаете печку, например, или зажигаете газовую плиту, и у вас есть именно там упаковочка, да, нам это не нужно. Нам нужно пойти на рынок, в магазин и купить именно новый коробок спичек для проведения этого ритуала. Итак, пришли домой, используйте в то время, когда вас никто не будет вам мешать, никто не будет вас отвлекать. Также на время проведения этого обряда, пожалуйста, отключите все гаджеты и посмотрите, если с вами живут животные, кошечки, собаки, попугайчики, отведите их в другую комнату, чтобы они вам не мешали на время проведения обряда. Итак, берем новый коробок спичек и изымаем из них ровно 12 спичек. Далее, на каждую спичку нам нужно начитать определенные слова. И после этого мы с вами поджигаем спичку и сжигаем. И обращаем ваше внимание, чем больше сгорит спичка, тем лучше. Постарайтесь, то есть этот ритуал не нужно делать вот спеша, в попыхах, нет. В спокойной обстановке, когда вас никто не будет вам мешать, не будет вас отвлекать. Но желательно, если вы знаете, что у вас есть такие люди, делайте это в самое ближайшее время. И смотрите, когда будет спичка гореть, делайте так, чтобы она максимально прогорела. И вот то, что останется от спички, желательно все это собирать на какую-то салфеточку. Так мы с вами должны сжечь все 12 наших спичек. То, что останется от этих 12 спичек, вы должны выбросить в окно. А вот та салфетка, в которой было все это собрано, ее также нужно будет сжечь и выбросить в окно или в форточку. Когда вы будете сжигать спичку,
то вам нужно сказать следующие слова. Желательно их выучить. Если у вас не получается их выучить, для кого-то это может быть сложно, для кого-то слова непонятные и так далее, возьмите, перепишите их. И, пожалуйста, когда будете переписывать, очень важный здесь момент есть. Если вы допустили какую-то ошибку, как вариант, или вы зачеркнули, исправили, считайте, что значит, высшие силы пытаются заставить вас на что-то обратить внимание. Поэтому этот листик разрываем и пишем заново. Итак, слова следующие. Как сия спичка горит, пропадет, так мой враг, называйте его имя, будет гореть. Пусть все его зло на него падет. Как огонь дерево ест, в золо обращает, так зло моего врага его сожрет, и все его дела прахом падут. Ключи, замки, крепко-лепко, да будет так. И этот обряд мы с вами проводим 3 дня. Кроме того, что делать с остальными спичками? Остальные спички вы можете использовать по назначению, но на каждый день вам нужно будет покупать отдельный коробок. Это очень важно. Если вы знаете, что у вас много врагов, не один враг, то желательно проводить этот ритуал несколько раз. То есть, условно, для Мани, для Васи, для Светы. Но тогда, чтобы разница при проведении этого ритуала, если вы делаете в один день, хотя бы была минимум 1 час. И после того, как вы провели этот ритуал, обязательно нужно проветрить помещение. Пожалуйста, обращаем на это ваше особое внимание. Обращаем ваше внимание, что после того, как вы будете проводить этот ритуал, вы обратите внимание, что те ваши враги, те недоброжелатели, которые постоянно, знаете, пытались вас задеть, что-то вам сказать, вы обратите внимание, что будет такое впечатление, как будто они стали немые, как будто набрали в рот воды. То есть у них начнутся какие-то создаваться проблемы, нюансы, все что угодно, но это вас не будет касаться. То есть вы, как всегда, занимаетесь делами, улыбаетесь, радуетесь жизни, ни в коем случае не сквернословьте, не издеваетесь, ни что-либо. Знаете, как Бог каждому судья. Сделали, провели, вы себя защитили, вы поставили, сделали так, чтобы у человека возникли какие-то определенные проблемы, коли он не понимает, и он сам их придется ему решать. Поэтому ему будет не до вас. Друзья, вот такой простой обряд вы можете провести в самое ближайшее время на 12 спичек на своего врага или недоброжелателя. И больше к вам эти люди не подойдут. Они даже в какой-то степени, может быть, на каком-то подсознательном уровне поймут, что каждый раз, когда они будут к вам подходить, что-то делать, они даже будут понимать, что, возможно, от вас будет что-то идти. Знаете, они будут колебаться, они будут переживать, нервничать и так далее. Поэтому попробуйте, проводите. Кстати, слова этого обряда будут в описании к этому видео. Так что перепишите и, пожалуйста, проведите. А мы всем желаем мира, любви, гармонии. Пусть в вашей жизни поменьше будет врагов, недоброжелателей, людей, которые всегда пытаются вам что-то там натворить, сделать. Это, конечно, мир. Это очень сложно иногда жить, когда в вашем окружении столько много злых, недобрых людей. Но таким образом мы, наше тело и наша душа, мы развиваемся и понимаем, как нам нужно оберегать себя, как защищать, какие ставить себе защиты, какие делать обереги и так далее. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, а мы с вами услышимся уже в следующем видео.